В последнее время в Гарлеме участились ограбления. Взять хоть недавний случай в парке Сидней Уокер. На защиту жителей встал Человек-паук, но не он один. Сегодня я беседую с Ганки Ли, местным жителем, помогавшим Человеку-пауку. Было здорово прийти людям на помощь. А еще мы выяснили, что за всем стоял Уилсон Фиск. Победа над ним заставляет нас с Человеком-пауком гордиться собой. Еще бы. А как вы вообще вскрыли эту историю? Поговорили с местными жителями. Они все заботятся друг о друге. Поэтому нам проще заботиться о них. Тео, Калеб, Камила, Хейли, Стеф, Глория. Если вы слушаете, спасибо вам. Начальство тюрьмы говорит, за Фиском теперь будут следить круглые сутки. И, скорее всего, надбавят срок. А Ганке и всем жителям Гарлема скажу: спасибо, что заботитесь друг о друге. До встречи и не забывайте менять зубную щетку каждые 3 месяца. Пока! Я тебе перезвоню. Итак, Майлз, вываливай. Опиши всю ситуацию. Фина, Роксон, подполье. Это все чересчур, понимаешь? Тебе 17. У тебя стресс. И ты супергерой. Тебе надо учиться расслабляться. Ты еще пишешь биты? Нет, с тех пор, как я начал это. Ищи баланс, малец. Самое важное в жизни. Вот. Небольшой проект, который мы с твоим папой когда-то замутили. Наш микстейп. Четкие рифмы, все дела. Почему я никогда об этом не слышал? Потому что мы не закончили. Мы записывали шум улиц. Хотели, чтобы город стал нашей музыкой. Но твой папа был занят учебой, а потом мы с ним разбежались. Ты можешь закончить нашу работу. Заодно отвлечешься от своей. Да. Да? Хорошо. Что надо делать? Загружай. Я все тебе расскажу. Мои голограммы направят тебя. Просканируй источник. Голограммы? Крадешь мои приемы? Да я этим занимался, когда тебя еще на свете не было, малец. Так, не думай про Фину. Сосредоточься на звуках, очисти голову. Просканируй голограммы. Они разблокируют файлы на моей флешке. Это поможет тебе понять, какой нужен звук. Попробуй найти оригинал и запиши четкий сэмпл. Не сюда. Нет! Еще не закончу. Я думал, что ты хочешь прочистить голову. Похоже, мне в Уже другую получилось? сторону. Не могу! Я еще не все нашел. Так, хорошо. Дистанция что надо. Да, вот так. Да, это оно.
Остальные звуки, которые тебе нужны, ждут в городе. Я оставил несколько сообщений, чтобы ты мог прочувствовать все звуки. Шикарно. Не сейчас. Привет! Нашел что дельное? Да, необычная динамика. Видишь? Старая школа не подводит. А еще мне правда надо было проветрить голову. Теперь я знаю, что делать с Финой. Я встречусь с ней и попытаюсь ее отговорить. Лично? А где? Завтра ночью. У церкви Троицы. А почему спрашиваешь? Потому что у тебя на спине мишень размером с Джерси. Не нужно меня защищать. Иногда нужно. Помнишь? Ты говорил, что вы так и не закончили запись, потому что поссорились с моим папой. А что именно между вами произошло? Это запутанная история. Мы были очень похожи и очень отличались. Закончи запись, собери сэмплы и услышишь рассказ целиком. Обещаю. Хорошо. Спасибо, дядь. Церковь Троицы. Умельца. Можете брать. Но парнишку не трогайте. Как же хорошо. Я так умотался. Итак, я позвоню Фине, как только буду готов. Кто же не любит Ом-метр? Все любят. Так-то. Хорошо, что оборудование цело. Жаль, что тебя больше нет, Рик. Нам с Финой не помешал бы твой совет. Раньше все было намного проще. Что-то глушит каналы связи экстренных служб. Надо разобраться. Боже мой! Человек-паук, слава богу. Что-то мешает работе каналов связи. Не можем связаться с пожарными. Там никого больше нет? Нет, но если не потушить пожар, огонь перекинется на соседнее здание. Слышишь? Только шум. Я смогу найти источник. Не волнуйтесь, я налажу вам связь. Чем быстрее я найду источник, тем скорее приедут пожарные. Паутиной такой огонь не погасить. Источник радиопомех совсем рядом.
Огонь отлично взялся, и эфир все еще забит. Хорошо, что мы обесточили вышку. Страховая заплатит только если все здание сгорит. Связь не должна работать до конца пожара. Глушить переговоры ради страховки? Еще чего. О, скорее бы получить эти бабки. Конечно. Надо только немного подождать. Ненавижу безделье. Только и думаешь, что вся жизнь прошла впустую. Ты здание вообще видел? Оно будто из спичек сделано. Серьезно? Оно такое старое, что там у проводки тряпичная оплетка. Не о чем волноваться. Хуже тюряги в натуре. Жрать охота. Надо было бутерброд взять. Эй, ты точно знаешь, что делаешь? Сорву куш и свалю. Говорил я, Джимми, не ешь желтый снег. О, парни! Зря вы не застраховались от Человека-паука! Это Человек-паук! Еще не до конца сгорел! Отвлеките его! Ты еще хочешь быть пауком? Мимо меня! Нет сигнала, потому что нет питания. Надо зарядить генератор. Сигнал по-прежнему откуда-то глушится. Видимо, есть еще группа мошенников. Мистер Фельдшер! Тут какие-то люди пытаются сжечь здание ради страховых выплат, поэтому у вас нет связи. Шутишь? Они подвергают людей опасности. Да. Что там с пожаром? Пламя скоро перекинется на соседнее здание, а я все не могу связаться с пожарными. Скоро все будет нормально. Держитесь там, я сообщу. Уже близко. Стой. Сигнал становится сильнее. Что ты сделал? Почему чуть что сразу я виноват, а? Я тебя чем-то обидел? Некогда их слушать. Нужно восстановить сигнал. Жители, а если огонь перекинется? Ха-ха, ты у нас новенький, да? Хуже тюряги в натуре. Кто там? Уже у нас. И я их отдам, чтобы заплатить за свою страховку. Какая ирония. Скорее бы закругляться. Жрать охота. Ненавижу компьютеры. Почему всегда я отвечаю за технику? Потому что, дружище, это твоя судьба. Никто, кроме тебя, не помнит свой пароль. Достали эти нью-йоркские зимы. По Флориду, что ли, свалить? Деньги, считай, уже у нас. И я их отдам, чтобы заплатить за свою страховку. Какая ирония. Однажды я стану следующим Фиском. Помяните мое слово. Я немного волнуюсь за жителей. А если огонь перекинется? Ха-ха, ты у нас новенький, да? В том году зима была теплее. Пора умирать, паук подделся! Мне это не нравится! Это какой-то отстой! Реально отстой! Мы его найдем!
паук! Где ты? Покажись-ка! Что случилось? Все суперзлодеи перевелись? Отвали, паук! Убийца, что ли? Я тебя порву, пацан! Не лезь не в свое дело, Человек-паук! Потанцуем, Человек-паук? Я только за! Попался, сопляк! Тормозишь, малявка! Вот так! Я здесь! Покажи! Это будет весело! Теперь осталось врубить питание. Ну вот, кажется, порядок. Надо вернуться и удостовериться, что связь в порядке. Эй, ну как теперь связь? Сигнал громкий и четкий. Уже связался с диспетчером. Пожарные машины на подходе. Пожарные как раз успели потушить огонь. Я точно поставлю приложение 5 звезд. Рад был помочь. И другим расскажите. Чем больше пользователей, тем безопаснее будет в городе. Я всем о нем расскажу. Спасибо тебе, Человек-паук. Ладно, пора позвонить Фине. Надеюсь, она ответит. Привет, Человек-паук. Фина, привет. Надо поговорить. Лично. Снова решил мне наврать? Я хочу все исправить. Пожалуйста. Жду у церкви Святой Троицы. Ни слова лжи. Обещаю. Если ты что-то задумал... Ладно, увидимся там. Она хотя бы не против увидеться. Значит, мне надо в церковь Троицы. А тут у нас, кажется, беглецы с плота. Открывай карту! Не могу! Что значит не можешь? У тебя нет шансов! Нужна помощь! Я прикрою! Он мне все равно не нравился! Стреляй уже! Покуха! Все путем! Мы на что ты способен, урод! Снова за решетку! Готов стрелять! Нас осталось мало! Соберитесь!
гадость! По-моему, мне надо срочно ловить всех этих зэков. Я знаю, что с этим делать. Анонимная заявка. Говорят, поблизости торговцы оружием. Торговать оружием посреди улицы? Смелость или глупость? Им все равно, куда уходит товар. Лишь бы продавался. Было бы проще на дом доставлять. Я же на дом не доставляю с тех пор, как меня Дел грабанула. И как ты ее отомстил? Я ее нанял. Она умеет убеждать. Так пусть охраняет твой дом и там продавай. Так безопаснее. Не хочу, чтобы жлобы вроде тебя знали, где я живу. Ты всегда оскорбляешь клиента. Когда они задают тупые вопросы и высказывают тупые претензии, Не дайте ему уйти! Он все видел! Надеюсь, это водные пистолеты. Что, нет? Тогда я должен вас остановить. ну держись! Ты об этом очень пожалеешь! Все, держите меня с севера! Откуда такая скорость? Ну прям как в тире! Вот и еще одна сделка с оружием остановлена. Ай да я! Полиция разберется. Может, так чувствовал себя папа, закрывая дело. Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем Доникасте дебаты с... И это ваша подводка? Позор! Мы, профессионалы, называем такое водой. Это клевый звук. Мы с твоим папой часто тут зависали. Слушали, как оживает вся станция. Вот какой звук тебе нужен. Что такое на станции? Пожарная сигнализация. Наверное, именно тут твой... Но он хотел сделать все вокруг консенсуса. Ты делал жизнь лучше, папа. И я постараюсь.
дадим жару. Здесь твои навыки будут испытаны по максимуму. Иди к точке старта и начнем. Быстро и вольно? Начнем. Иногда надо выполнить прыжок веры. Готовься к раскачке. Как же круто! Раскачка на паутине круче всего. Ну, и еще бег по зданию, когда отрицаешь все законы природы и гравитацию. Почти так же. Так, я смогу! Я смогу! Отличная форма. Попробуй бег по стенам. Бег по стенам помогает держать траекторию, не теряя скорости. Обожаю бег по стенам! Обожаю!